3 июля прошлого года Россия стала первой в мире страной, официально признавшей власть талибов в Афганистане и их государство – Исламский Эмират Талибан. В самом сердце Москвы, внутри Садового кольца, появилось посольство талибов. Там же, на Поварской улице, теперь висит белый флаг с арабской надписью «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – пророк его». Подобный разворот внешней политики стал приметой времени. У Владимира Путина сейчас каждый союзник на вес золота. Нужны ему и свергнутый сегодня Мадуро, и иранские аятоллы, и Ким Чен Ын даже. Ну вот и талибы, которых российская власть еще недавно называла террористами, к 2025 году вдруг оказались, как выразился посол России Дмитрий Жирнов, адекватными мужиками. Мужики эти, взявшие власть в Афганистане 4 года назад, уже успели ввести совершенно жуткие порядки. Там женщины теперь не могут нормально учиться и работать, лечиться у врачей мужчин, показываться на улице с открытым лицом и даже разговаривать в публичных местах. Это типа считается неприличным. Экономика лежит в руинах, а все, у кого есть возможность, бегут за границу. При этом, насколько талибы адекватные, Россия, кстати, тоже оценила первой, еще в то время, когда о них пока мало кто слышал. 2 августа 1995 года именно талибы захватили российский грузовой самолет Ил-76 и его экипаж. Летчики провели в плену больше года, а уж как они выбрались, это вообще отдельная история, о чем, собственно, сегодня у нас и ролик. Прежде чем начнем, только напомню, чтобы YouTube загружался нормально и не тормозил, следуйте инструкциям по ссылке в описании. Там мы их собираем, обновляем, ну и все такое. После ухода советской армии в Афганистане с новой силой разгорелась гражданская война. К середине 90-х государство буквально развалилось на куски. Между собой воевали несколько группировок, и Талибан была одной из них. Они исповедовали радикальный ислам. Сумели закрепиться на западе и на юге страны, в том числе в городе Кандагар, откуда вели наступление на правительственные войска. Само правительство, сложа руки, не сидело и активно закупало оружие и боеприпасы за границей. Так, в августе 95-го российский самолет Ил-76ТД должен был доставить очередную партию патронов. Заказ был сделан фирме небезызвестного ныне Виктора Бута. Его мы знаем как оружейного барона. Тогда он только разворачивал свой бизнес, из-за которого потом окажется в американской тюрьме, в той самой, где сейчас сидит Николас Мадуро. Раньше Бут был военным переводчиком, затем начал торговать конфетами и одеждой, сотрудничая в том числе со странами Восточной Европы. И обратил внимание, что на складах и в ангарах там даром простаивает, ржавеет и списывается крайне ликвидный товар – советская военная техника и боеприпасы. Нанять российский грузовой самолет в те годы было гораздо дешевле, чем европейский, а набрать экипаж почти даром. Как будет вспоминать брат Виктора Бута Сергей, летчики и авиатехники стояли на рынках и торговали женскими колготками. У Бута было все необходимое для дела – и знания, и бизнес-связи. С партнерами он учреждает фирму «Трансавиа» в Объединенных Арабских Эмиратах. Летает на бывших самолетах 339-го Витебского авиаполка, где когда-то служил Бут, и перевозит на них все. Электротехнику, хозтовары, продовольствие, а затем и оружие. Когда не хватало своих самолетов, фрахтовали самолеты других фирм. Именно так в Эмираты и попадает тот самый Ил-76 казанской авиакомпании «Аэростан». Во главе экипажа опытный летчик Владимир Ильич Шарпатов. Грузы он возил и в Кандагар, где обосновались талибы, и их противникам в Кабул. Сперва доставляют вещи не военные, еду и хозтовары. Однажды привозят напечатанные в России афганские деньги. Летом 95-го начинают возить боеприпасы из Албании в Афганистан. Ящики с маркировкой калибра 7,62 прямо при экипаже загружают в кабину самолета. Рейс 3 августа, когда в Ил-76 загружают 30 тонн патронов, уже третий по счету. Первые два прошли спокойно, но понятно, что дело это не самое безопасное. 7,62 это не карамельки. Но стоит понимать, то были 90-е. На фоне простой авиапарков Шарпатову и его команде, казалось бы, повезло. Все время летать, еще и за границей, еще и за доллары. У капитана Шарпатова жена и дети в Тюмени. Второй пилот, Газинур Хайрулин, живет в съемном. Радист Юрий Вшивцев и вовсе в общежитии. У бортинженера Асхата Абязова долг за «Жигули» и жена дома с маленьким ребенком. Штурману Александру Здору надо делать ремонт в квартире. Патроны так патроны.
Маршрут в Баграм, аэродром к северу от Кабула, пролегает над Кандагаром. Около 10 часов утра, когда Ил-76 приближается к городу, на связь выходит диспетчер. Борт 76842. Вам следует совершить посадку в Кандагаре для досмотра груза. Шарпатов сажать самолет отказывается. Маршрут посадку не предусматривает. Тогда на связь выходит другой афганец. Его голос капитану сдает. Это летчик талибов по имени Гулям, уже знакомый по прошлым рейсам Шарпатова в Кандагар. Володя, это ты? МиГ-21 справа сзади в 200 метрах, видишь? Надо садиться. Это приказ. Тут бортинженер Сергей Бутузов вспоминает. У истребителя МиГ-21 запас топлива всего на 40 минут полета. Шарпатов докладывает диспетчеру: «Хорошо, сейчас сядем. Но вес слишком большой, надо выработать топливо». И начинает закладывать виражи над аэродромом в надежде, что МиГу самому придется сесть, и они спокойно улетят. Идея оказывается наивной. На третьем круге экипаж замечает, что на взлетно-посадочную полосу талибы выкатывают второй истребитель, а диспетчер угрожает. Выполняйте заход на посадку. Последнее предупреждение. На земле Ил-76 ждут вооруженные люди. Шарпатов потом предположит, что о самолете с патронами талибы узнали заранее от своих агентов в Эмиратах и посадили его отнюдь не случайно. После 2 дней допросов и проверок, в ходе которых экипажу пришлось спать прямо под самолетом на бетоне, талибы изымают груз, а летчиков отвозят в тюрьму, угрожая судом шариата за помощь врагу. Становится ясно, в Кандагаре пилоты надолго. О том, как они жили в плену и что, собственно, вышло в конце, поговорим после рекламы. Посмотрите, пожалуйста. Если у вас есть спутниковая тарелка диаметром не менее 80 сантиметров, то это объявление для вас. Вы можете перенастроить ее и получать независимую информацию из разных точек мира без VPN, причем совершенно бесплатно. Государству сложно контролировать спутниковое вещание, поэтому «Репортеры без границ» придумали классную инициативу «Свобода Сателлайт». Теперь вы можете подключиться к спутниковому пакету, там до 25 каналов, в основном на русском языке. Вы сможете совершенно бесплатно смотреть новостные программы, фильмы и расследования, в том числе проекты «Репортеров без границ», и мои выпуски тоже там есть. В проект включены белорусские и молдавские независимые каналы. А еще вы можете использовать телевизор как радио и слушать эхо, как раньше. Подробнее о том, какие каналы есть и как самостоятельно настроить тарелку, смотрите по ссылке в описании. На первый взгляд инструкция может показаться сложноватой, но если у вас тарелка давно и без дела висит, точно стоит хотя бы попытаться настроить себе альтернативное телевидение. Попробуйте. Спасибо, что смотрите рекламу, продолжаем. Разместили россиян на советском складе в 2 помещениях с небольшим двориком и импровизированным туалетом. На плоских крышах вооруженная охрана, по периметру забор высотой в 4 метра. Сначала пленники думали, что вот-вот российские дипломаты принутся за переговоры и их вызволят. В сентябре, через месяц, стало очевидно, все не так. Россия ограничилась запретом полетов над Афганистаном, где и так почти никто не летал. Но переговоры о судьбе экипажа никто начинать и не собирался. Капитан Шарпатов записал тогда в дневнике: Экипаж пал духом. Клянут все и за все. Неужели наше государство не в состоянии организовать и провести переговоры? Лидерам важнее сейчас выборы. Они как свора голодных собак бросились в свою драчку. А вот октябрь месяцем позже. Надежда на свободу угасает с каждым днем бездействия наших властей. Ребята добивают уже 2-ю колоду карт. 1-ю довели почти до обесцвечивания. Справедливости ради, совсем одних пленников Кандагара не оставили. Виктор Бут помогал семьям деньгами и отправлял экипажу продукты. К тому же, поскольку авиакомпания была казанской и в экипаже было 2 татарина, им решил помочь президент Татарстана Ментимир Шаймиев. Его представители даже сами инициировали переговоры, и напрямую, и через посредников, например, через Пакистан. В Кандагар вместе с менеджером Аэростана Муниром Файзулиным приезжал советник Шаймиева по внешним связям Тимур Акулов. Файзулин и Акулов привозили пленникам еду, водку, подушки, предметы личной гигиены, газеты и письма родных. Шарпатову привезли кассету с записью голоса его внучки. Годовалая девочка говорила свои первые слова, и он переслушивал запись в тяжелые минуты.
За год плена Акулов приезжал к экипажу 26 раз, но освободить не мог. Талибы то не требовали ничего конкретного, то хотели списки афганцев, якобы угнанных в СССР во время войны, то ставили условием прекратить сотрудничество с президентом Афганистана. Так или иначе, отпускать русских они не желали, говоря, что те виновны в работе на их злейшего врага. Делегация МИДа приехала только в конце октября. Вот на фотографии ее главный переговорщик, Замир Кабулов, общается с пленными. МИДовцы привезли врачей, чтобы обследовать экипаж, добились разрешения на переписку, но других результатов не было. Второй раз делегация приедет аж в июне 96-го. В остальном были формальные заявления. Например, в декабре в проекте резолюции ООН по Афганистану российские дипломаты попросили добавить пункт о призыве к скорейшему освобождению российских летчиков. У медлительности МИДа было несколько причин. Во-первых, талибы неохотно вообще шли на контакт. Во-вторых, все, кто должен был заниматься спасением россиян, занимались другими делами. Еще продолжалась война в Чечне, экономика была в удручающем состоянии, Ельцина госпитализировали. Это все при избирательной кампании на носу. Сначала выборы в Думу в декабре 95-го, затем президентские 96-го. Решали серьезные вопросы, распределялись министерские посты. Министр иностранных дел Андрей Козырев, по совместительству депутат Госдумы, готовился к выборам в эту самую Думу, параллельно налаживая отношения с США и странами Юго-Восточной Азии. В начале 96-го Козырева сменил Евгений Примаков, на повестке у которого стояла разработка многовекторной внешней политики и сохранение кадров МИДа. Мелочи, вроде застрявших в Кандагаре летчиков, МИД интересовали по остаточному принципу. Их судьба вообще мало кого интересовала, кроме семей и друзей, которые в конце концов организовали в Тюмени комитет по спасению экипажа и завалили петициями, обращениями и подписями всех, кого могли, включая Ельцина. Даже письмо Биллу Клинтону написали. Но вернемся в Кандагар. 7 россиян остаются в плену. Томительное ожидание отравляет бытовые проблемы. То жара, то изнуряющий холод, когда приходится кипятильником греть воду, чтобы умыться. То нет электричества, то вместо нормальной еды принесут объедки, кости и бараний жир. Время от времени пленных радует повар, полковник в отставке, который с сочувствием относился к пленникам. Он приносит плов, салат, манты или виноград. Но в основном пребывание в плену совершенно безрадостное. Со временем у всех еще и зубы заболят. Но самым тяжелым испытанием станут взаимоотношения в команде. 7 мужчин в замкнутом помещении плюс стрессовая ситуация – это формула к скандалам и проблемам. У Шарпатова с инженером Бутузовым доходило до потасовок, у остальных до криков, взаимных обвинений, травли и насмешек. Некоторые винили во всем командира за то, что вообще согласился лететь над Кандагаром, и не упускали случая об этом сказать. Вся эта ругань, конечно, была из-за отчаяния. Что в этой ситуации делать, экипаж не знал. Сперва думали объявить голодовку, но разве талибов этим проймешь? Потом Шарпатов предложил бежать, отрастить бороды для маскировки, насушить лепешек, сшить из мешков афганоподобные балахоны и рвануть пешком. Идею не поддержали. Куда бежать? Вокруг барханы и минные поля, а местные выявят чужаков через 3 минуты. Уж лучше сидеть и ждать. И они ждали. В России выбирают, в Чечне воюют, в Югославии мирятся, а 7 российских душ томятся в забвении. Как убежать отсюда? Первые встречные опознают по одежде, по роже и другим приметам. Везде вооруженные посты. У дорог в горах и у городов мины. До ближайшей границы около 900 километров. С месяц надо идти. К самолету не прорваться. Будешь взлетать, сразу разнесут зенитками или гранатометами. Делегация МИДа должна прилететь на переговоры 30 декабря. Но в последний момент талибы отказываются в знак протеста против невозвращения неких угнанных в СССР афганцев, то есть интернированных еще во время войны. Проблема в том, что людей, которых талибы требуют вернуть в обмен на экипаж Ил-76, в России нет. Меняться не на кого. Новый, 96-й год, пленные встречают в тюрьме. В феврале талибы предлагают русским научить их летать на самолете. Экипаж отказывается. Но так как самолет вызывает у афганцев интерес, пилоты решают этим воспользоваться и рассказывают, что самолету нужно техническое обслуживание, что от жары масло загустеет и скоксуется. Двигатели выйдут из строя. В итоге талибы разрешают допустить Шарпатова к самолету. Сначала нас группами возили, оставляя кого-то в заложниках. А в апреле 96-го сменился начальник нашей тюрьмы. Прежний пошел на повышение. Вместо него прислали муллу Сулеймана. Он был моложе и не такой строгий, бдительный.
Говорил по-английски, к нам лучше относился. 10 июля в автобус, отправляющийся на аэродром, идет весь экипаж. Новый начальник тюрьмы не останавливает их, чтобы кого-то оставить в заложниках, как раньше. Тогда команда понимает, это шанс. Да, им страшно, застрелят или собьют из зенитки. Но к тому времени уже ясно, выбираться из плена придется самим. Незадолго до этого, в июне, как раз второй раз приехала делегация МИДа. Казалось, что удалось наконец договориться. В обмен на освобождение команды талибам предложили КАМАЗы, запчасти для самолетов и, наконец, $2 миллиона наличными. Те поклялись на Коране, что отпустят русских, но сделка опять сорвалась. Тогда в Кандагар приехали полевые командиры из-под Кабула, потребовали русских не отпускать и угрожали пленникам казнью. То ли они хотели и дальше заявлять о себе миру таким образом, то ли просто хотели отомстить поставщикам своих злейших врагов. Но так или иначе, оставаться в плену становилось все опасней. Но в тот день, 10 июля, сбежать не получается. Охрана в кабине держит команду под прицелом, пока экипаж водит самолет кругами по взлетно-посадочной полосе, проверяя работу двигателей. Летчикам удается разведать местность. Они видят, что возле зенитки нет постоянного дежурного. Прикидывают, как взлетать, и понимают, что истребителю талибов понадобится для взлета 10-15 минут. Да это достаточно, чтобы они успели от него оторваться. Следующий шанс появляется 16 августа. Была пятница, выходной день у мусульман, когда они, как мы шутили, лишь талибанили, ели, молились да спали. Мы заранее решили, что будем прорываться. Даже если не взлетим, лучше разбиться, чем в этом аду сидеть. Еще 10 июля я велел заготовить веревки в грузовом отсеке и в штурманской кабине, чтобы повязать охрану по моей команде. Показал мужикам, как правильно делать узлы. Я этому научился в молодости, когда ездил студентом на уборку картошки. И вот, значит, привозят нас на аэродром, автоматчиков нагнали больше, чем в прошлый раз, и летчик какой-то новый появился. Он представлял главную опасность. Во-первых, понимал по-русски, во-вторых, мог догадаться, что в действительности собираемся улетать. Чтобы усыпить бдительность охраны, экипаж тянет время. Сначала меняют масло. Потом просят покататься на велосипеде. Шарпатов набирается смелости и подъезжает поближе к зенитке, чтобы убедиться, к бою орудие не готово. Затем под дулами автоматов начинают проверять двигатели. К счастью, пусковое оборудование не справляется с нагрузкой из-за жары, и двигатели не запускаются. Талибы спрашивают, что дальше? Экипаж отвечает, нужно подождать, пока техника остынет. Минут 40, а то и час. Шарпатов выходит из самолета, в котором от жары тяжело дышать, и встает под крыло передохнуть. Минут через 20 из кабины выбегает Бутузов. Талибы ушли. Охранники, видимо, тоже не стерпев жары в самолете, пошли на вышку. Обедать и молиться. Шарпатов мчится в кабину к остальным. Там остались только 3 молодых автоматчика и никто из начальства. А самое главное, нет афганского летчика. А значит, никто не поймет, что экипаж готовится к взлету. Уже через несколько минут Ил-76 выруливает на взлетно-посадочную полосу и набирает скорость. 100, 120, 130 км в час, а нужно 280. В этот момент талибы на вышке чуют неладное и на автомобилях пытаются догнать самолет. И когда тот набирает 200 км в час, мчатся уже рядом с его левым крылом. Момент подготовки и погони на взлетно-посадочной полосе – самый драматичный эпизод фильма «Кандагар», который снимут в 2010-м. Авторы фильма, кстати, будут много общаться с капитаном Шарпатовым и, по его словам, не переврут случившееся. В том числе правильно покажут взлет самолета в самый последний момент. Штурман диктует 230, 230, 230. Тяги не хватает, будет расти, полетим. Нет, рухнем на землю. 235, 240. Командую шасси убрать. Буквально с последней плиты взлетно-посадочной полосы Ил-76 удается оторваться от земли и взмыть в небо. Только тогда автоматчики поняли, что, кажется, шурави убегают, да еще и вместе с ними на борту. Один из них передернул затвор автомата, а инженер и радист давай их убеждать жестами, мол, сейчас кружок сделаем, да и сядем. Из-за общей тряски самолета и общей суматохи охранники не успевают ничего понять, а затем Абязов, Хайрулин, Рязанов, Бутузов и Вшивцев набрасываются на них и после нескольких минут потасовки разоружают. Охранников связывают, усаживают в кресло. Тем временем Шарпатов ведет самолет курсом на Арабские Эмираты. Лететь на север, в Россию, нельзя. Именно там их будут преследовать истребители талибов.
Ведь путь лежит через их территорию. Лететь на восток, в Пакистан, тоже нельзя. Там за незаконное пересечение границы грозит смертная казнь. Остаются Эмираты. Маршрут идет через Иран. Чтобы пересечь иранское воздушное пространство, нужно назвать диспетчеру код. Шарпатов заранее попросил о нем Акулова, того самого советника президента Татарстана. Акулов код привез от другого российского самолета. Так команде удается обмануть иранского диспетчера. Через 2 часа самолет приземляется в Шардже. После 378 дней плена 7 россиян покидают самолет свободными людьми. Там встречают сотрудники российского посольства, полиция, которая забирает талибов, и менеджеры фирмы Бута. Вот кадры этой встречи. На них Шарпатов рассказывает о пережитых приключениях. Это реальные настоящие кадры, в тот самый момент снятые. После этого Виктор Бут выдает пленным по $500 на одежду, и 18 августа экипаж в обновках отвозят в Москву. Еще по дороге сообщили, что на завтра планируется встреча с Ельциным. Я сказал экипажу, мужики в один голос, он бросил нас в плену, не пойдем. Прикидываю, если в грубой форме отказать, Борис Николаевич наверняка осерчает. Дядька крутой. Подошел к Виталию Игнатенко, главе ТАСС, который летал за нами в Эмираты. Объясняю, охота поскорее домой попасть, к семьям, женам да детям. Не вмоготу терпеть, соскучились. Все было чистой правдой, но в глубине души я надеялся, что президент забудет про каких-то летчиков. Сразу не встретились, и ладно. Так, в принципе, и вышло. Встретиться довелось только с премьер-министром Черномырдиным, который в Белом доме вручил экипажу награды. Шарпатову и второму пилоту Хайруллину звезды Героев России, остальным ордена Мужества. Вскоре все вернулись домой к родным и близким, а затем к своей работе. Шарпатов летал в Аэростане, затем в Тюмень-Авиа, водил самолеты, в том числе и в Арабские Эмираты. Талибы же всего через несколько недель после победы из Кандагара взяли Кабул и провозгласили первый исламский эмират Афганистан. Так Афганистан стал теократией, в которой женщинам нельзя даже ходить в школу и вообще из дома высунуться без сопровождения родственника мужчины. А экипаж, кроме хорошей истории и наград, вынес из плена груз тяжелой обиды на Ельцина, на МИД, на министра Козырева. Шарпатов в своих дневниках называл Россию мачехой, для которой ее дети – пустой звук. Все они проклинали равнодушных чиновников, безработицу и безденежье, которое потянуло их летать в Афганистан. Бортинженер Сергей Бутузов скажет потом: «Мы брошенные дети униженной страны». Им было очевидно, страна, на которую всегда и во всем можно положиться, это мираж. В новом мире полагаться можно и нужно на семью, на близких, друзей, а прежде всего на себя, на свой ум, знания, дерзость и самую малость – на удачу. Такая вот история. До завтра.